Вот мы вышли напрямую. Вот сюда мы попробуем сейчас зайти. Московский пивовар. Вот в нее мы сейчас и пойдем, посмотрим меню, оценим и что-нибудь съедим. Да, Валентина Ивановна? Да, что-нибудь, да. Вот, зашли мы сюда и, наверное, здесь вот и присядем сейчас. Валентина Ивановна сюда, я вот здесь, чтобы нам съемку вести было нормально. Ну и посмотрим, чем здесь кормят. Сейчас меню возьмем. Вот открыли, вот мне сразу глянулись такие хорошие колбаски тушеные. А у вас что, рулька? Нет, Ее полчаса ждать. у меня нет, я еще ничего не нашла. Это вот Вот здесь твоя есть. любимая, пожалуйста, картофель с говядиной и грибами, пожалуйста, есть. Вот, Да, тут вот много пожалуйста, чего. есть. Так, здесь смотрим куриные крылья. Так, пиццу мы сегодня не будем. Кого? Пиццу. Пиццу нет. Так, пиво будем, Валентина Ивановна, или как? А что, на Кока-Колу перейдем? Интересно. Понятно, ваш сарказм понятен. Так, Все равно ругает-то. ну да, От так этого пусть легче уже, нам не да. будет, что мы Пусть с тобой ругается. все время пиво пьем. Ну, по бокальчику можно, с устатку, да? А? С устатку, да? Цезарь с Да, цыпленком. это не все равно. 795 рублей здесь стоит. Чего там? Цезарь. Нет, я Цезарь Не, я имею в виду, мы там, по нему, там есть по нечего. нему судим. Там нечего есть абсолютно. Так, ну вот такое меню здесь. Сейчас я выключу, мы выберем и тогда уже посмотрите. Вот, В этом идеально я- с в этом пивом. я ничего не Картофель увижу. с говядиной и грибами. Ну нет, рулька. если ты действительно выбрал, как говорится, колбаски с Полчаса. тушеной капустой, это нормально, я смотрю. И колбаски. Свиные ребра, вот, к сожалению, их А? тоже нет. Шашлык из курицы. Не хотите шашлык из курицы, Валентина Ивановна? Вот, смотрите какой. А ты это- колбаски будешь, И да? колбаскам то возьмем и то, что. Да, мы съедим. А где ты нашел Какая шашлык? из разница? курицы? Вот, смотрите у меня. Страница. Вот, А, смотрите, какой красивый. ага. С блинчиком даже. Мы же не А, торопимся, пусть да, делают что. да, можно. Поделимся. Так, тогда мы берем две. Сейчас я выключу, чтобы. Так, ну что, все мы заказали. О, теперь вы будете, да, молодой человек был. Так, нам вот этих две колбаски с тушеной капустой. Вы запоминаете их записи? Да. Два пива к ним. Лагерь, Вайсберг, темный лагерь. Нет, светлые. Светофильтрованный или цветопшеничный фильтрованный? Давай сегодня возьмем фильтрованное. Да, фильтрованные давайте, два. Потом два шашлычка вот этих. Так, этих две, и пиво две, и это я И твои здесь пельмени закладочку какие-то. делал, да. И вот эти пельмени идеально под пиво. Ну вот, пока все. Уточню ваш заказ. 2 порции колбаски с тушеной капустой, Да, 2 лагера, да. 2 шашлыка из курицы, Да. 2 порции пельмени фри. Ну, Верно? молодцы, запоминаете, хорошо. Верно? Да, да, все нормально. И если можно, пиво принесите сразу, наверное. Пиво принесу сразу. Время ожидания по блюдам 10-15 минут, шашлык минут 20-25. Отлично. Наше пиво приехало. Спасибо. Я удивилась, почему у вас 400 грамм бокала. А не Это 500. по какому принципу? Вообще. Ну, сейчас большинство заведений переквалифицируются на бокал 0,4. Мы оставили литровую классику, российскую, московскую классику. Но российская норма 0,5. 0,5, но сейчас именно вот хоть... Переходим на 0,4. Перешли, да, на 0,4. Цена та же, а объем меньше, Валентина Ивановна, ничего непонятно. Сейчас переходим на 0,4. Молоко в магазине был литр в бутылке, сейчас 900 грамм. 900. Все уменьшается, Да, к сожалению. И у нас поменялось. Так, ну что, вы А руки-то вымыл? протерли, я вот. Ну, это мой. Мы с тобой. Так, Вот посмотри. Лучшие друзья девушек бриллиант. брюлики, да? Представляешь, смотри как. А? Ну, давайте, со свиданницем. Камера работает. Работает сюда. Все. За 400 грамм перешли. Да. Все. Ну-ка. Но это Как главное московская пивоварня. Это особое пиво. И цена у него особая, Ну да, здесь и пиво особое. А что? Вкус Нет. хороший. это варят вот. Я говорю, вкус хороший. Не массово варят, а вот какие-то частные пивоварни варят. Да, вкусные.
Пиво вкусное. Так что... Ну, на танцы сегодня собираетесь? Не знаю, какое будет настроение. Как погода, да? Погода какая. Обещали к вечеру очень сильный снегопад. Посмотрим. А потом, понимаешь, сейчас начали уже такие отзывы идти все время. Где? В этом. Ну, и в Ютубе, и везде. Какие отзывы? Ну-ка. Что наша площадка стала не очень интересной. Потому что люди как-то стали не очень хорошо себя вести. Как-то. Не знаю. Все ждут открытия отремонтированной площадки. Что вы имеете в виду? Ведут себя нехорошо. А? Не успели мы глазом моргнуть, Валентина Ивановна. Колбаски уже на месте. О, спасибо. О, и пельмени под И пиво твои как раз. любимые пельмени. Под пиво. Спасибо. Приятно. Спасибо. Вот такая красота. Вот такие пельмени. Сейчас вам покажу. Посмотрите. Сковородка Ну и теплая. колбаски. Сковородка теплая. Колбаски. Вот видите, 3 штучки с этой. Ну и шашлычок у нас будет. Держи. О, спасибо. Так, мы сейчас попробуем с вами пельмени, Валентина Ивановна, жареные. Да. Сюда их поставим, чтобы видно было. Вот так. Клади. Ухаживайте за мной. Ну а как же? А как же? Так, пробуем пельменину. Да, сейчас. Ну, их руками надо брать. Нет, руками. Не наткнете. Тогда вот так берите. Вот видите, вот сюда, вот так вот берите. Во. Во. Как вам? Не поняла. Еще одну возьмите. С перчиком. Под пиво. Вот можно макать. Вот сюда. А что, вкусно? Жареные, да. Да, вкусно. Не так, Валентина Ивановна. Да я ищу. Вот так вот и боком, вот так. Вот, я О. ищу. Теперь попробуем сосисочку. Вот такие вон, видите. Ну, соленые. С пивом самое оно. Ну-ка. Главное быстро все принесли, да? Как? Не впечатлило? Они специально делают все острое, чтобы пили больше пива. Хороший вывод. А как иначе? Ну ты же сосиски пробуешь. же. Да. Ну, пельмени бомба. А вон они как-то насыпали Перец, да. перец. И паприка. Они его взяли и насыпали. Так, на секунду выключу. Подключу батарейку. Ага. Да. Так, Очень. ну вот, батарейку подключил, теперь Давай, хорошо. можно и трапезничать. Угу. Вот такие они сосисочки. Острые. Колбаски. Ага. Они тоненькие, Мгм. но вкусные.
Мне кажется, это острая, Валентина Ивановна, это капуста, нет? Или мне Мгм. кажется так? Да, капуста острее, да. Ну ничего. Нет, но мы всегда что-то открываем, Для понимаешь? себя новое. да? Новое, потому что действительно на фоне того, что мы ходили, смотрели, где вот можно действительно сесть, поесть, не обязательно, даже вот мы бы, если могли бы взять вот это, одно на двоих достаточно, Ну да. и это одно на двоих достаточно, большие порции, да Да. еще это, то есть совершенно нормально, это уже терпимо. Ну да. Ну, как вы говорите, чин-чин. Мгм. Пиво вкусное. Хорошее пиво очень. Да. Вот они и делают 400 грамм. О, пельмешка раскрылась, как ракушка. Я тебе хотела это сказать. Хорошо, что взяли одну. Понимаешь? Не, а что, они неплохие. Нет, они Видите, неплохие. руками. Во. Ну да, она вся вон. Так вот с этой стороны. Без перца. Вот. Да. Надо же так насыпать. Ужас. Вот это. Нет. Ну, для начала неплохо. Во-первых, съедобно. Как вам блюдо? Мгм. Перца много насыпали. перца насыпала от души. Так не сыпут. Это ужас сколько. Даже пиво не помогает. Прямо, смотрите, аж красное лежит. Пиво прям так. Пиво хорошее. Пиво отличное. Это вот где-то варят частные пивоварни его, да? Это у нас собственный пивоварни есть. А, у Вот вас? оно. Да, вот прям есть открытое стекло. А, А с понедельника по пятницу у нас есть пивовар на месте с 8 до 8. Он работает, варит пиво, перегревает все. надо к вам в Домодедово в аэропорт ехать, да? Пиво пить. Все готовится. Приедем до вас. Спасибо. По поводу пельмешек, здесь просто заранее уже как бы предупреждено, что оно острое. Ну, мы невнимательно посмотрели. Не, мне нормально, вот это Валентина Ивановна. А, все, видно. Меня убила ваша карта. Винное? Что именно? 100 грамм виски аж 3000 с копейками. Это вообще как? Аэропорт плюс. Я понимаю, детка, но это совершенно нереальная вещь. Валентина знаете. Ивановна, не возмущайтесь. Ну, Ну цены почему? такие, что Ну вы? бутылка Хеннесси хорошая, 38 тысяч. Ну, Ну, она, девушка-то здесь не при а чем. она-то ни при чем, ну просто и ей там, понимаете, но ведь редко же берут его. Виски нет. Кстати, нет. Берут часто. Так что- Берут все же, да? Да, берут довольно-таки часто. То есть у нас буквально заказали бутылку там, условно, 3 дня назад. Она за 3 дня уйдет спокойно. Партии из 6 бутылок. То есть, Так что, Валентина Ивановна, не угадали. Не угадала, да. Ну что ж, богатым жить не запретишь. приятного аппетита еще раз. Спасибо. Это реклама. Конечно. Вон пивоварни у них, вон они, да. А? Чаны стоят, вон они. Мгм. Я не заметил. Давайте вы с этой стороны берите, тут менее острые, а я буду острые. Я Они люблю везде острые. насыпали выше крыши. Ну там, да, стоит знак перец. Я что-то не увидел. Я тоже Игорек сначала не увидела. О, вышли из положения. Ну, ну невозможно же. Он же они как взял пачку и сыпанул.
А пельмени-то вкусные, понимаешь? Да. Пельмени-то вкусные. Ну так же нельзя. Хочется попробовать, да? Оп. И Уже можно есть. вот. Вот мы с вами ходили везде. Вот где вам больше всего понравилось? Я имею в виду вот, кафешки, там, столовые, рестораны. Даже сразу и не отвечу, да, Валентина? Я как раз думаю и Думаете? сравниваю. Ну не торопитесь, подумайте. Я не тороплюсь. Дело в том, что у нас с тобой было по-разному. У нас с тобой была Нет, я имею в виду еда. еда. Еда была очень хорошая во Внуково. Очень хорошая. Во внуку вам понравилось, да? Сегодня хорошая еда в Домодедово. Хотя сам аэропорт не очень хороший. Вас не впечатлил. Нет. Но. Ну все-таки это, да, острая. Капуста. Мгм. Ну, у нас все с тобой острое. Они же специально делают под пиво. Недаром танки стоят. Да. Кстати, я в советские времена была на пивзаводе имени Бадаева на экскурсии. Посмотрели весь процесс, как идет. Это набережная Шевченко. Да, рядом там. да. Сейчас там его снесли, этот завод. Да. Дом на ножках строят. Да. Вот. Самое интересное, что весь процесс мы посмотрели, и как хмель делается, и как все. Но меня больше всего впечатлило за те далекие годы, потому что это было лет 25-30 тому назад. У нас было застолье. После того нашу делегацию уже принимали на другом уровне дегустация всех видов пива и застолья. К этому застолью мужчины подготовились, значит, кто принес воблу сухую, это само собой, кто воблу принес, кто принес рыбку соленую, в общем, все были, соленые сухарики, все было. И я к чему говорю, не к этому. И закончилось пиво. Все попили на заводе пиво, да? Да, нет, за столом выпили. А мы были на экскурсии. А так как я была в этой группе самая молодая, мне говорят: Валентина Ивановна, идете в зал номер 2, танк номер 5. И я пошла с бетоном. С бетоном. С бетоном на завод. Рабочих там все автоматизировано, почти нет. Мне было немножко не по себе, понимаете, почему? Надо было по лестнице вот так залезть наверх. Наш шашлычок. Спасибо. Спасибо. Нет, пока ограничимся. Вот такой шашлык. Да. Красота, Валентина Ивановна. А? Что? Красота, шашлык. Красота не то слово.
вам поближе вот туда. Да, Не да, мешает щас. вам? Нет, нет, мне не Ну, мешает. у меня что вся в блюдах были. Все нормально, все. Можно подвинуть еще сюда, подвинуть сюда, все Нет, спокойно. главное, чтобы вам удобно было. Мне все И удобно. смотрите, шашлычок на лаваше, Валентина Да, Ивановна. на лаваше. Я почему искала, мне показалось, это блинчик, но это оказался лаваш. Лаваш. Ну так и вот, Игорь, я с этим бетоном Мгм. по лестнице поднимаюсь наверх, и там нужно было не краники, как вот отвинчиваются с вином, когда оно хранится, а черпаком. Наливать. А черпак-то чуть ли не больше меня. А бетон-то у меня всего на 5 литров, а я-то метр с кепкой. И вот мне надо было изловчиться, не подвести всю компанию, налить это пиво в бетон и принести. Но я справилась. Бетон сколько литров? 5. 5 литров. Надо было 2 бетона брать, Валентина Ивановна. Это не по моим силам. Вас как самую молодую послали, Да, да. Да. Тогда вы еще были не Валентина Ивановна, Валечка были, наверное. Нет, Да? я была уже Валентина Ивановна, А, но... были уже Валентина Ивановна, да? Да. Вас с молодости зовут Валентина Ивановна? Нет. Нет. А, кстати, Валентина Ивановна, Я в в школе. предыдущем видео очень много вопросов. Вы пошли в школу в первый класс в 43-м году, в Да. 1943-м. В связи с этим очень сильно спрашивают, почему вы в 9 лет пошли в первый класс? Потому что Москва была на военном положении, и не все школы работали. Только Я поэтому. это прекрасно И- знаю. И Просто- тогда брали не с 7 лет, а с 8, и год у нас пропал. У нас год пропал. И вы с 9 пошли, Да, я в 43-м. попала, да. Потому Я что тоже. я вот сначала писал, потом перестал, вот сейчас отвечаю, Нет, что нет, нет, все. в 41-м году немцы под Москвой были. Не было школ. Практически ничего не Никто не работало, да. поступал, нет. Вот и все. А потом мне же в 41-м было 7 лет. Да. 7 лет не брали, брали 8 лет. И все. И так все, школу, когда стали открываться, я в 9 лет. И второй вопрос. Вы в МГУ на историческом факультете учились, как там уже высчитали, я не знаю, 4 года учились, да? Да, тогда было 4. 4 года было, Оно да? не, как сейчас 5, тогда было 4. А почему, в связи с чем связано? Или так оно и просто Да, полагалось? так и было, так и полагалось, да. 4 года, да? Да, да. Ну вот, вроде на ваши вопросы Валентина Ивановна Да. ответила Да. вместе. Потому что пишут, вот, танцплощадка в Сокольниках, она ведь работала и во время войны. Единственное, в Сокольниках танцплощадка, единственное, она не работала в 41 году, когда немцы под Москвой были. Как это я могла работать в 7 лет? Нет, я имею в виду танцплощадка в Сокольниках работала. Танцплощадка. Ну, И как- когда немцев отогнали, и в 43 году она опять начала работать. Но я-то была Я не 7 вам лет. говорю, Я вот. говорю, 7 лет и 10 лет. Я понимаю, для меня это еще тогда Вы не на танцы не существовало. ходили Не тогда, ходила. Я работала в другом плане. Я училась, выживала. Какие танцы в 7-10 лет? Еще какая-то особа пишет. Ну, конечно, можно ей было. Так, работа была не пыльная, родители богатые были. Насчет богатых родителей, что вы скажете на эту тему? Скажу. Поживем и скажем. Мгм. Мои родители. Папа окончил рабфак, Это как Тогда рабочие? рабочий крестьянский факультет. Он инженер. Мгм. Но он из деревни был. Он был из деревни, из-под Тулы. Да, он под Тулой был, учился. Его направили в Москву учиться. Он в Москве окончил рабфак и начал работать инженером на заводе, на оборонном. На оборонном. Мама сначала была домохозяйкой, потому что мы родились подряд. Я и мой брат, у нас разница в 5 лет. А потом она работала на заводе электроламповом, который находится на электрозаводской. Каким работала Валентина? Начальник АТК, контроль. Все. У нее не было образования, у нее было обычное 7 классов образования и все. Родители у меня были абсолютно бедные.
Жили мы в коммунальной квартире 14 квадратных метров на Малосеменовской, дом 14/9. Сломан этот дом, на этом месте сейчас построено общежитие МАМИ, которое становится сейчас университетом. Все, жили очень бедно. У нас была коммуналка, коридор, 7 комнат, 1 туалет на всех и маленькая кухня, которая приблизительно была 6 квадратных метров, где стояло 7 керосинок или примусов. Вот так. Потому что 7 семей, у каждой своя У каждой керосинка. своя. Столик вот такой. Вот такой. Чтобы вот поставить ее, да? Как мыли детей маленьких, которых в баню не носили. У кухни этой маленькой 6-метровой снимали дверь, вешали одеяло, включали все примусы, там отопления не было, нагревали, холодно было. в тазах Мылись. маленьких вымывали. А мы мылись на Большой Семеновской, где теперь находится фактически между МАМИ и которые другие здания построили. Там была баня. Стояли в очереди с тазами, с этими тюками, с бельем. Почему я ненавижу до сих пор голых женщин? Я их не могу видеть. Насмотрелись, да, на них-то? Я просто их не могу видеть, потому что я была девочкой маленькой, мне было 6 лет, 7 лет, мне было 8 лет, да? И когда это огромное количество женщин, Голых толстых, теток, да? распаренных, с тазами, а мама меня посадит, значит, как меня мама сажала? Сначала шайка набирается кипяченой воды. Не шайка, а свой таз из дома, который приносили. Окатывалось это сиденье. Она меня сажала. И вот я сижу и гляжу на всех, которые носятся с этими шайками. Представляешь себе, это страшно было. Зрелище жуткое. Не для слабонервных, Нет, да? это не для слабонервных, да. Все. И вот мы мылись так раз в неделю, иногда раз в 10 дней. А бесплатно было все это? Все за деньги. За деньги Все было? за деньги. А не помните, сколько стоило? Не помню сколько, но очереди помню. Мы стояли в очереди иногда час, иногда полтора, потому что пускали поэтапно. Так мы мылись. И, понимаете, даже вот когда я уже училась в университете, я жила, продолжала в коммунальной квартире, сами понимаете, как можно было сохранять полностью всю гигиену, когда кухня 6 метров и 1 туалет на всех, в которой очередь. Это надо было извернуться, вывернуться, чтобы быть на уровне. Она жизнь приучила. Ну вот, всем злопыхателям Валентина Ивановна ответила, Да. а то просто заявляют безапелляционно, Нет. сплетни разводят, Не вот надо. эти все Не надо. завистницы. Нет. Именно так. Родители были бедные, Конечно, рабочие. родители И, богатые. кстати, я даже больше могу сказать. Когда я готовилась к поступлению в университет, они даже не знали, что я готовлюсь в университет. Я им просто сказала, что я буду поступать в высшее учебное заведение. Они мне помочь ничем не могли. Мне помогла библиотека на площади Журавлева, дом 1. И вы университет с отличием закончили. 5 предметов из 5, 25 из 25. Из 25 я поступила, и еще собеседование прошла на 5. У нас было больше 30 человек на место. Ничего себе. Да, да. Но библиотека меня выручила. А все равно писать будут. А пускай пишут. А мне, вы знаете, Я сначала отвечал, потом перестал слушай-ка, это Игорь, всё. а мне не жалко. Я своими силами поступила в университет, меня никто не пропихивал, да. Да. Я окончила, я говорила, я без красного диплома окончила. Как я это всё. одной написал, что же вы тогда на нелегких работах работали, и ума не хватает. А то одна пишет там, работала на легких работах, Да. не пыльных. А? Дальше. Не пыльных вместе написала. А я больше тебе скажу, Я говорю, а понимаешь? что же вы, говорю? Нет, а я больше скажу. Муж мой первый, он окончил с красным дипломом, а я получила 2 четверки, потому что у меня родился сын, и он болел дизентерией. Я получила 2 четверки. Я не жалею, что он у меня не красный, абсолютно ничего. И опять была не пыльная работа. Если считают пыльной работой поступить сразу после университета в школу-интернат, После военные годы. да, после военной школы-интернат, и иметь 2 часа истории всего для преподавания. И так я провела 4 года, чтобы преподавать всего 2 часа. И только потом я перешла на настоящую работу историка. Ну, давайте Давай, за вас. давай, я не жалею нисколько. Ну и правильно. А людям я скажу,
не надо выискивать там, где ничего нет. Я не прибавила, не убавила. Что есть, все мое. Нравится вам, не нравится, но это мое. Я добилась все своим трудом, без какой-либо помощи. И продолжаю добиваться своим трудом. Вот даже сейчас, имея, в феврале будет мне 92 года, я помогаю своим соседям по, Площадки. где я живу, на скверике. Я, которым не 92 года, а которым 75, 80. И вы в магазин 80. ходите? Да, я куплю молоко, куплю хлеб, схожу в аптеку и даже другие вещи. Функцию патронтажной сестры Да, исполняете? да, потому что мне это не трудно. У меня есть, Бог мне дал ноги, а у них ног нет. Они на костылях, на ходунках. И я им помогаю. И поэтому Бог мне дает за то, что я, понимаете, не считаю это за какой-то труд. Я могу, значит, я сделаю. Все. Yes. Ну, сейчас я выключу, на секунду мы блюдо поменяем. Давайте, давайте, а то у нас... Так что я все. Тарелочку. Теперь пробуем шашлык. Валентина Ивановна еще никак с колбасками не не разберется. разделаюсь, ну как же. Ну не торопитесь. Надо же было доказывать, что я не верблюд. Не, ну правильно, а то Нет, Игорь, ну дело в том... это вы не доказываете, вы просто Я- рассказываете, я- что Нет, я просто, как понимаешь... и было на самом Нет, деле. а мне, знаешь, кстати, когда я сегодня ехала сюда, в метро, Мгм. переходила на Курскую и Кольцевую, меня целовал такой красивый мужчина. Да вы что? Да. А по какому поводу? По поводу того, как он любит меня смотреть. А, узнал вас, да? Да, как он меня любит смотреть, и как я его, несмотря на его возраст, вдохновляю. Я его А не... ему сколько лет примерно? Ну, вот Ему на ваш не взгляд. больше 40. Не больше 40. да? Симпатичный, интересный. Я немножко прибалдела, ты понимаешь, вроде таких у меня и не было, да. И все говорят, вы знаете, дай Бог вам здоровья, вы даже нас вдохновляете. Это в 40-45 лет, ё-моё, ничего себе. Ну, ладно. Короче, в метро до вас В домагивал. метро. Домагивал. Я только домагивался, да? переходила. Я только переходила, я довольна. Так, Валентина Вот. Ивановна. А когда мы поехали в Третьяковку, моя группа немножко прибалдела. По поводу? Когда мы только вошли в Третьяковку, когда ко мне двое бросились, говорят, это неужели вы? Я говорю, это я. Как мы рады с вами встретиться, знаете. Дай Бог вам здоровья. Понимаете, в Третьяковке. Я говорю, и вам тоже дай Бог здоровья. Понимаешь, они говорят, вы знаете, мы просто на вас равняемся. Вот знаешь, Игорь, а это меня поддерживает, ты понимаешь? Ну да. То есть не напрасно вот эти усилия, вот эти мои танцы, когда говорят, там, кривляюсь, то все, 5-е, 10. Я не кривляюсь. Я просто танцую. А иногда Как хах- могу, скажите, Нет. да? Знаете, Нет, есть, я я хах- перебью на секунду, Валентина Ивановна. Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Так же и вы. А я Не иногда- ругайте ну- танцора, он танцует как умеет. Это как умею, я умею. Но не в этом дело. Я иногда придуриваюсь. То есть я... Зачем? Да ради хохмы. Ну, ради... Ну, с лофти. Ну, это... Лотфи. Лофти. Лотфи. Да. А, вы Лофти Я его зовут. Лофти зову, да. Ну, мы с ним дуримся. Напишут, зазвездилась Валентина Ивановна. Да, нет, мы с ним дуримся. Он мне смотрит в глаза, ржет. И я смотрю в глаза, говорит, еще? Я говорю, еще. Понимаешь, не потому, что мы там кривляемся, не потому, что, ой, Валентина Ивановна строит глазки, ой, Валентина Ивановна запала на А вы молодого. строите глазки, Валентина Ивановна? Строю. А Вот, почему вот я. бы? Не, ему нет. Ну, а А чё? другим я строю. Почему? А зачем он рядом с женой? А, Он правильно. рядом с женой. Зачем? Ну, это не надо. У меня есть другой вариант. Все. Я и построю глазки. Все. А с ним нет. С ним мы хохмим. И когда вот у нас такой танец, ах, обмираем прям, да? Он хохочет, я хочу. Он говорит, еще, я говорю, еще. Вот так. Понимаешь, вот так вот все. И поэтому не осуждайте. Мы просто пришли отдыхать. Мы танцуем не потому что, а мы просто вот так захотели сегодня вот так, а завтра вот так, и Ну все. да. А не потому что Валентина Ивановна, ой, молодого нашего опять вешается. Да ни на кого я не Я вешаю. смотрю, Валентина Ивановна, вы булавочку пристегнули от нечистой силы, да? Нет, она золотая. Только поэтому. И острый, от нечистой, а что, скажите, от нечистой силы. Правильно. Во, Это от нечистой силы. А это нет, это золотая. коих много Да. в комментариях. Очень. Ну, мы же не обращаем на них внимания. Добрых людей больше, они вас узнают в метро,
где-то на улице, в магазинах, да везде узнают. Я вот сам свидетель. Доедайте сосиску Сейчас, и потом. приступайте к этому. Сейчас. Даже в больнице, даже в институте Краснова. И то узнали, да? О, первый раз, когда приехала, устроили вообще проход. Ну как? Попробовал? Мне нравится. Мягкий. Попробуйте вы. Да. Мое мнение особо никого не интересует. Ваше мнение интересует. Я тебе в самом начале сказала, что я с едой вредная. Ну и Я правильно. тебе сказала, мне не все будет нравиться. Какие бы это деньги ни стоило. Неважно. Главное, честно скажите и все. Сейчас. О, прилипло. Оп. Так, сейчас. Вот если хотите, макните. А как там? Это такой же, как и вот это. Тогда другой. Аджика, аджика. Если едите вот это лавашек, вот, пропитался этим маслицем шашлыка. На фоне такого острова, этого, немножко кажется пресным. Не понял? Понял. Ну, но Вот здесь есть много, давайте я вам посыплю, не надо? шашлык нормальный, хороший, но когда у нас это и это, Надо было с шашлычка начинать, наверное, да? Давайте я вам помогу, вытащите. да, Давайте. держи. Давайте. Вот я держу, Нету. да. Я Ну вам силы-то у помогу. меня не... Вот ты видишь? Да. Да, Забирайте. можно забери. Я не... ты думаешь, я не... Ах, как я рада. Не, я не хочу, чтобы она вылетела с тарелки. Ты думаешь, ты видишь, Не. как его забили? Это не он, это всегда так, когда сырым нанизывают, Все, а пока потом... хватит. Пока Это еще хватит. один. Потом Хватит. они, когда жарятся, они облипают палочку. Так, это ваша вилочка. Да, Ну, давайте. Валентина Ивановна, давайте. ваше здоровье. Нет, просто пиво очаровательное. Просто очаровательное. Ничего не скажешь. Ну, у каждого аэропорта свое. Ну, Да. там, в других аэропортах мы брали именно оно вот в промышленных масштабах на заводах делают. Да. А здесь вот лагерь ихнее, именно ихнее пиво, вон они эти стоят. Сейчас я подниму вам, покажу. Увидите. Вон она, видите? Вот они, емкости. За стеклом даже можно посмотреть, как это все готовится. Хороший куриный. Я, Да, хороший. если честно, Валентина Ивановна, я вот к куриным вещам как-то особо я равнодушен. Мне не особо. Мне он нравится там свинина, говядина, баранина. А вот шашлык, как говорят, курица не птица, курица не мясо, а рыба, да? Ну, возьмите еще пельмененку, протрите. Прям Я так- уже все так протер. Хорошо их Я у вас уже это все протер. получается. Я все протер, уже А съела. я вот с этим возьму, Я уже все с съела. перчиком. Я уже все съела. Все. Ешьте, Нет, ешьте. на пельмени мы взяли нормально. Молодцы. Но правда одну порцию. Вторую это было бы уже все.
В следующий раз, если будем здесь, мы возьмем Все по одному. 4 пива и 3 порции пельменей. И больше ничего брать не будем. Все. И они выпадут два на нас. Да? И под пиво. От пива, да. А вы же в институте, в университете, вернее, вы на научном отделении учились, да? От начала до Платили конца. вам стипендию? 22 рубля. Что можно было в те времена на 22 рубля купить? Ну, Ну, если чтобы бы- люди понимали, и я тоже понимал. Я не понимаю. Пойми. Можно. Например, мы с мужем шли из университета Мгм. по Старому Арбату. И там, где мы с тобой были на Арбате, я тебе показывала, на этом месте была булочная. Да, помню. Бублик стоил 5 копеек. А у вас стипендия 22 рубля. Ну, можно много бубликов купить. Нет, ну при чем здесь не только бублики. 5 копеек бублик. Дальше. Мы, например, с мужем могли позволить. У нас же вот, я опять показываю Елисейский магазин. Да, сколько колбаса там стоила в те времена? Я не помню цены, но мы могли со своей стипендией с ним пойти, взять 200 грамм севрюги, Севрюги? Нифига один себе. батон и дюшес. Дюшес. Напиток, Ой, лимонад. нет, этот. крем-сода. Крем-сода, Крем-сода, но они крем-сода. Бутылка крем-сода. У памятника Пушкина тогда в лавке стояли. Мы съедали целый батон пополам по-братски, делили рыбку пополам, бутылку на двоих выпивали, и напротив кинотеатр «Центральный», куда шли Кино в кино. шли смотреть. Кино. Это мы могли себе позволить. Не часто, но могли позволить. Могли. Ну, вот моя свекровь, когда я вышла замуж, свекровь получала 56 рублей пенсия. Пенсию. 56 рублей пенсия. Ну, а у вас ровно в половину, получается, Вот у нас меньше у было. него и у меня по 22. Но мы потом с ним уже после первого курса перешли на повышенную. Стали учиться на отлично. А вот да, я помню, я учился, у меня я первый семестр четверки, а второй семестр первого курса я сдал все на пятерки. Так. И у меня была повышенная И у стипендия. нас со второго Там курса. рублей на 10, по-моему, Да. или на 15 Да, было да. больше, да. Да, и мы после первого курса это самое пошли на повышенную, и он, и я, и все, как говорится, да. Но что значит вот нищета? Вот даже когда я вышла замуж, да, Мгм. опять же я вышла замуж в коммунальную квартиру, Дегтярный переулок, который выходит на Тверскую, где наш дом стоял. Вы в коммуналке жили? В коммуналке уже, жили, семейная, да? пара Да, была? три комнаты. Наша. Дальше Борис Ильич с этим, с Володей. Дальше врач из Клифа. И Раиса Федоровна, царство ей теперь уже небесное, даже я знаю, что она умерла, с Женькой, маленьким мальчиком. Это была комната для прислуги. Даже в той квартире, в какой мы жили, до этого дом дореволюционный. Это дом богатых людей. И у моего первого мужа отец был начальником латышского полка. И он получил эту квартиру. Но так как все мы люди, он из этой квартиры взял комнату, одну в коммунальной квартире, остальных расселил для соседей. И наша комната выходила на дверь. Мы все время были со сквозняком. Знаешь, вот наша комната и дверь. Вот. И опять прожила там, опять же в коммунальной квартире. Опять же в коммунальной квартире. Все. Долго жили там? Долго. Очень долго. Мы с мужем получили квартиру, если я не ошибаюсь, в 1900, наверное, 70-м году. Ого. Да, да, очень долго получили. Да, подожди, я сейчас ему скажу. Ему как раз он выходил на пенсию. Он же военный у вас был? Нет, он военный 10 лет в армии был, а потом он кончал учителем истории, был директором школы был. Сейчас скажу. Так, он родился в 27-м году, и плюс 60 лет. Значит, уже 87-й год, да?
Так, и мы за 5 лет, 82 год. 82 год мы получили отдельную квартиру, да, да. Впервые в жизни отдельная квартира. А так мы жили со свекровью, которая отделялась от нас шкафами. И все. А мы были молодые. Вы сами прекрасно понимаете, что такое шкаф и что такое молодые. Это была сказка. Все слышно. Да, да. Поэтому мы очень часто гуляли. А гуляли где? Сад Эрмитаж. Там что, улица Тверская, сад Эрмитаж. Дальше у нас всегда с мужем были абонементы концертный зал Чайковского. Причем я еду с работы из школы-интерната, голодная, как собака голодная, да? И идем на концерт в концертный зал Чайковского. А он приходит с пакетиком, где у меня жареная картошка и котлеты. И я быстренько это съедаю, чтобы от голода не упасть, потому что я ушла из дома в 6 часов утра. Даже не позавтракали. А когда подъем у меня подъем в школе-интернате в 7 часов. Я должна уже быть на подъеме. Вот так. И вот мы так ходили. В чем-то абонемент у меня, вот я до сих пор вспоминаю, Гарри Гродберг, орган. Все его концерты от начала до конца. Все. Это был отдых после дикого рабочего дня. Так. Ну, ешьте шашлык. Я ем. Просто я хочу сказать, понимаете. Вот еще одна пельменинка есть. Это уже не для меня. Нет, для вас. Тогда курица для тебя. Нет, курица у меня своя есть. Ага. Я уже наелся, если честно. Ага. А я и говорила, одну на двоих. Не надо. Ага. А вы, Подрались бы? если надоедите, салфеточку и домой возьмете. Я говорю, подрались бы, да? Завернете в лавашик и в салфеточку. Не подрались бы. Я насчет еды не жадный. Ну, и я тоже. Во. Смотри. Короче, пельмени вам хорошо зашли. Это, как бы сейчас молодежь сказала, лайфхак года. Как пельмени оттирать от перца. Так что... Да. Объелись мы с тобой. Сегодня очень много. Да прям много. Не, много, я говорю. Порции большие, ничего не скажешь. Нормально. Мы сегодня с вами скромно, только по бокальчику пива, без всякого, Да, без всякого алкоголя Да. и прочего. Ну, это не всегда. Это по настроению, говорю. Да. Тогда Не, настроение у нас неплохое с вами. Нет, в том смысле... злоупотреблять тоже не будем. Захотели бы, а мы не хотели. Да. Нам сегодня этого достаточно, потому что совсем другое пиво. Оно нас Пиво просто, хорошее, да, оно нас вкусное. просто порадовало. Да. У них, видите, и бокальчики свои фирменные. Московская пивоварня на нем написано. Нет, само собой, но у нас украли 100 грамм, конечно, но дали нам 400, но этого достаточно. Сейчас везде крадут, Валентина Ивановна, я же вам говорю. Ну и Раньше молоко, да. бутылка молока литр был. А сахар? Раньше сахар? пачка риса килограмм был, сейчас 900 А грамм. я про сахар говорю. то же Я самое. про сахар говорю. Цена та же, а веса на 100 Я грамм про меньше. сахар говорю. Да. Раньше вот бутилированную воду возили по домам. Большие баклажки были, 20 литров было, сейчас 19. Но это не для меня, у меня Нет, баклажек я нет, просто да? вам говорю для Да. сравнения. Так что сейчас этому всему Нет, удивляться хорошо.
Не надо. Конечно, все очень хорошо, хороши воспоминания, все хорошо. Ты понимаешь, находишься там, где ты был и 20 лет тому назад, ты понимаешь, и все. И вот я говорю, ну, Домодедово не очень так особо Особо большие ярких воспоминаний нет, да? да? Почему? Потому что оно позже появилось. Больше всего воспоминаний, я тебе говорила, Внуково. Оно же у нас было как бы единственным местом, где можно было вечером поехать, посидеть, выпить и потанцевать. И это для Москвы Я была помню, вы большая рассказывали, да. отдушина. Поэтому у нас Внуково, оно же, понимаешь, не как сейчас. Я же тебе говорила, на Ленинградском проспекте оформление шло там. Да. Там же было все. Аэропорт там был, да. Да. И Сейчас какие, все, станция метро и да, аэропорт. и какие воспоминания. Сколько было друзей, которых я провожала в Норильск. Норильск, у меня друзья С были. Внуково или с Шереметьево? Нет, из Внуково. С Внуково. Все из Внуково. И вот мы приезжали заранее, посидим, отпразднуем, понимаешь, в чем дело. А если вот, так как я жила на Тверской, ну, компания, молодые, здоровые, особенно летчики были. Сашка, царство ему небесное, летун. Ну все. И что, будем продолжать дома? Нет. Куда? Во Внуково. И поехали во Внуково. А во Внуково не пускают. Билет Билет один на всех, да? На всех. Я беру до Владимира. У меня билет на Владимира. Сколько стоил билет тогда? Не Ой, помните? копейки стоило, что-то 3 или 4 рубля абсолютно. То есть абсолютно все. А это мне сопровождают, все. И сидим до утра. То есть, ну, по-всячески устраивались, понимаешь? Ну, были молодые, что нам там было? 30, 35, ну, 40-ник, самое большое. Причем, вот я говорю, друзья мужа были, да? Один окончил тоже МГУ, философ, царство небесное, Борис умер. Саша был летун, летчик, полковник, тоже умер. Но они все старше меня. Я была самая молодая. Они же после армии все. Они же по 10 лет отслужили. Ну, компания у вас была такая, Такая. веселая, Ну, классная. а наша комната самая большая. Поэтому всегда. А как спали? Все на полу. Кто под столом, кто у окна, кто где. Все абсолютно. Но нету кровати. Слушай, кстати, у меня на моей этой самой Дегтярном у меня кровати не было. А где же вы спали? Матрас на ножках прибитых. Матрас на ножках. А как? Матрас прогнется? Обычно Или там нет, доски огромный какие-то? большой матрас, который кладется на кровать. И у него 4 ножки. Все. Это все, что было. Кровати не было. У меня кровать первая появилась, когда мы квартиру... А я неправду говорю. Сначала опять была диван-кровать. А, диван, кровать, она модно Да, было, да? диван-кровать. Раскладывается. А потом я сказала, я все же хочу кровать. После пожара в моей квартире я сказала, я хочу кровать. И я купила кровать. Но самое интересное, кровать я купила. Ее привезли. Она в сложенном состоянии. И 2 человека с техническим образованием затратили полдня, чтобы эту кровать собрать. Вот какая была кровать. Она и сейчас стоит. Ну, так. Ешьте шашлык, Валентина Ивановна. Все. Я уже пас. Я уже ела с удовольствием все пельмени, от которых ты отказался. Все. Я не отказывался, я... Ах, ты мне отдал. Нет. Спасибо. Спасибо. Я вот шашлык, вон у меня палочка пустая. Молодец, умница. А я все. Так что вот так. Ладно. Короче, вот так. А вон еще целая, смотри. Не, она вот целая. Что-то вы загрустили. А ты знаешь, что я вспомнила? Что? То, что жизнь может оборваться в один момент. Что это вдруг вы про это заговорили? Ну, ты же знаешь. Ну что? Ты же видел,
Ваша подруга, да? Да, ты же Ну. видел, да. Ну как она подруга? Она... Ну нет, мы просто жили в Ялте во время отдыха втроем. Расскажите, кстати, Да, ведь видели так да, коротенько. да. Что? Буквально вчера умерла та, с кем я жила в Ялте. Ей было всего 61 год. Я- И они ко мне вчера должны были приехать в гости. Я И, поясню, кто внимательно смотрит вот видео с Валентиной Да, Ивановной, да, одно из видео, помните, мы в последнее, Ялте были, третье, да, да. когда показывала Валентина Ивановна свой номер, и я уже когда начал заканчивать, подошли две женщины, Да, вот именно с ними Валентина Ивановна жила в одном номере. И вот кто-то, если видел танцы, она на танцы да, на приходила. танцах. В Сокольники приходила один раз, была уже в Сокольниках. Вот Галина, вот Галина. вчера они к Валентине Да. Ивановне должны были в гости приехать, и вот. Умерла за 5 минут. Инсульт. 61 год. 61 год. Поэтому... И Валентина Ивановна немножко вот Да, расстроена сегодня я, чувствует. нет, сегодня я была в церкви, заказала сорокауст, поставила свечку, помянула ее. Но я ее хочу, не поехала на похороны по той простой причине, хочу видеть ее живой. Все. Царство ей небесное. Все. Но вот я про чему и говорю. Она жизнь может у каждого оборваться неожиданно. Поэтому всегда Радуйтесь каждому дню. я говорю, цените каждую минуту, которую жизнь вам дарует, понимаете, и пользуйтесь этим. Не надо быть злыми, завистливыми, недобрыми. Понимаете, в любом вещи находите все, что-то позитивное. И главное, любите людей и прощайте людей, даже если они что-то делают не так. Тогда и Бог вас простит. О, ну а мы выключим на секундочку. Так, ну что, потихонечку мы заканчиваем. Вот Валентина Ивановна шашлык остался. Девушка, посчитайте нам картой. Скажите, вам по QR-коду удобно будет? Да? По QR-коду. Нет, картой. Так что заматывайте. Подожди, не торопись, О, не торопись. у вас там два даже. Вот так, раз. А вот второй еще. Бать, свой отдал? Ах, добрый человек. Я же не, И хлеб- добрый я человек. хлеб не ем, Валентина Ивановна. А что ж ты ешь? Мясо ем. Ах, ты мясо только Еще ешь. побольше Нет, салфеток. нет, нет, сейчас я думаю, другому сделаю. Подожди. Добрый человек из Сизуана. Вот Не еще. смотрел? Нет. Очень жаль. В свое время. Знаешь, я очень любила театр. Ну и сейчас мы узнаем, насколько мы, как говорится, наели, да? Ой, сейчас начну переживать. Ваши ставки, Валентина Ивановна. Сейчас, Еще подожди. вот один. Сейчас нет, я сейчас по-другому сделаю. Сейчас я то избавлю. Ага. Так, раз. А, вот, и туда прям к мандаринам. Да. О, Так что, отлично. так что у нас дом пивпаёк есть. Да, Так что мы не пропадем. это точно. С вами не пропадешь. Нет, со мной никогда, Игорек. Кто со мной путешествовал, всегда меня выбирали. Я в любой ситуации находила выход из положения. В любой. Вот, например, в Риме. Вот. Сколько там? Ну, округлите до 5. Ну вот, счет у нас будет 5000 рублей. Все вкусно, Валентина Ивановна, как вам? Да, все вкусно, все нормально, только немножко перца переборщили. Остальное все окей. Не, ну ради справедливости, Валентина Ивановна, там было предупреждение, что с перцем блюдо. Это я просто провтыкал. Ах, это ты. Тогда все Я тебе, виноват. тогда тебе все. Так, все, 5000 у меня списало. Все, спасибо вам большое. Спасибо. Ваш агрегат. Ну вот, И вот я в Риме, да? вот видите, в Давай, кружечку принесли. показывай, да, какая красивая. С собой прихватить что-то. 4715, ну округлили до 5. Вы забирали всегда чеки, Валентина Ивановна? Да, да, да. Я обожаю потом это посмотреть
спокойной обстановке. Нина. Ну так вот, гуляем в Риме. Надо поужинать вечером, до того, пока еще у нас будет наш ужин, да? Входим в магазин. И я начинаю смотреть. Так, ничего не понимаю. Например, вода стоит 2 евро, а хорошее вино 1,5. И как ты думаешь, что мы взяли? Воду. Вино. Вино. Я специально сказал, Валентина Ивановна. Вино. Ну, Вот давайте так. допиваем и Допиваем. будем уже выходить. Да, да. Ну вот такой у нас сегодня получился обед. Для Валентины Ивановны и обед, и завтрак. Ну, для меня обед. И вот на выходе уже по досвиданькаемся с вами. Нет, все окей. Ну и, Валентина Ивановна, короткое резюме по поводу этого обеда нашего. Как? Что понравилось, что не Нет, понравилось? обед был прекрасный, понравилось. Да, вот Обед был очень хороший, понравилось абсолютно все. Единственное, было немножко многовато перца, но мы это тоже пережили. Взяли пельмешки, вытерли их салфеткой, и они с удовольствием все это вот закончились. лайфхак от Валентины Ивановны. Как убрать перец, Только- если его чересчур Да, много. протереть все. Вот. Салфеточки. Все раз и окей, все. Ну вот, будем одеваться. Да. Ну вот, мы закончили, Валентина Ивановна выходит. Московский пивовар, вот в ресторане, ресторан с пивоварней. Вот она, их собственное пиво. Вот видите, они варят сами его. Очень вкусное, кстати. Очень. Валентине Ивановне очень понравилось. Очень. Очень Ну и, приличный, да, все. Мы вот сейчас пообедали, Валентина Ивановна. Вы довольны, надеюсь, остались? Очень. Всем довольна. И вернулась в свою молодость, и погуляли, и посмотрели, и пообедали. Спасибо тебе большое. Ну и будем на этом заканчивать, Да, наверное, конечно. да? Вот, Валентина Ивановна уже приучена. Ставьте лайк, кому Да. понравилось видео. А кому не понравилось, сделайте то же самое. Хорошо. А Валентина Ивановна вот ответила на вопросы из бедной богатой семьи. Ну, а вам судить. Сами. Да. Нет, пусть сами посудят, да, и не судимы будете, понимаете? Просто внимательно посмотрите, понимаете, человек ничего не скрывает, ничего не говорит неправды, а говорит то, что есть. И никогда про меня не выдумывайте. Я такая, как есть. Все. На этом все. И с наступающим вас Новым годом. До свидания. До свидания.